Всем привет! Вы на канале Bad Polygon, и на этот раз перевод от Ягамото. Будем пробовать запилить вот такую красивую штуку. Не сразу понятно, где это может пригодиться, но уверен, что вы придумаете. Было бы желание. Я же в свою очередь хотел бы сказать спасибо всем моим подписчикам, и не только, за то, что следите за каналом, смотрите, комментируете, ставите лайки и дизлайки. За них тоже спасибо. Друзья, буду вам непомерно благодарен, если вы будете делиться своими работами на нашем портале badpolygon.ru. Постите любые полезные ссылки на уроки, возможно, какие-то я даже переведу. Чат в Telegram тоже все еще есть. Задавайте вопросы, раздавайте советы, ссылки в описании. В общем, будьте на связи и приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Ягамото, и прежде чем мы начнем, я хочу подчеркнуть, что это видео ориентировано на более продвинутых пользователей, поэтому я пропущу какие-то технические моменты. Более учебная часть этого видео будет не столько пошаговым руководством, сколько фокусировкой на моем общем процессе и подходе. Итак, самая важная часть видео находится прямо здесь, с советами из 3 частей. Итак, разобравшись с этим, давайте начнем с привязки текстурных координат к частицам. К сожалению, в Blender нет инструмента, насколько я знаю, специально предназначенного для такого рода вещей. Поэтому будем импровизировать. Для этого давайте заглянем в ноду Particle Info, чтобы найти что-нибудь полезное. Итак, нам нужны трехмерные координаты, градиенты, описывающие оси X, Y и Z. И эти координаты должны быть привязаны к частицам, чтобы текстура следовала за ними независимо от того, куда они движутся. Другими словами, здесь нам нужно найти как минимум 3 атрибута, присвоенных каждой частице при рождении, которые не меняются с течением времени или местоположения. Итак, у нас есть индекс, random, lifetime и size. Поскольку random назначается, случайным образом каждой частицы, без какого-либо способа ее контролировать, в данном случае это бесполезно. Индекс частиц — это порядок, в котором они рождаются. Таким образом, первая излучаемая частица имеет значение 0, вторая — единицу и так далее. Lifetime — это значение, которое описывает количество кадров, в течение которых будут существовать конкретная частица, и size — это размер каждой частицы. Итак, все это статические значения, присвоенные каждой частице при рождении. Чтобы создать градиенты X, Y и Z, давайте просто начнем с размера частиц. Это свойство проще всего визуализировать. Итак, чтобы создать градиент X, дадим частицам текстуру градиента. Мы хотим, чтобы он влиял только на размер частиц, и вы можете оставить координаты на Journey Rate или установить их на уже существующую UV-карту. Я не хочу, чтобы между ними была заметная разница в размерах, поэтому я уменьшу влияние до 1/10. Таким образом, самые маленькие частицы всего на 10% будут меньше самых больших. Нет видимой разницы в размерах, но достаточно, чтобы мы могли легко использовать ноду MapRange для ремэпа максимального и минимального размера частиц на единицу и 0. Таким образом, в процессе шейдинга мы будем работать с гораздо более полным градиентом, чем просто с его крошечной частью. Теперь нам нужно просто сделать то же самое с Lifetime, за исключением вертикальной ориентации, чтобы сделать ось Y. Я обязательно обновлю максимальное и минимальное значения в новой ноде MapRange, чтобы они соответствовали максимальному и минимальному Lifetime. И теперь у нас есть координаты X и Y. К счастью, с индексом частиц немного проще. Частицы движутся в потоке, а это означает, что значение уже растет с постоянным градиентом. Теперь в этой симуляции всего около 20 тысяч частиц. Зная, как Particle Index увеличивается на единицу, для каждой новой частицы в итоге наши последние частицы будут иметь яркость 20 тысяч минус 1. Это многовато. Нам нужен градиент от 0 до единицы или 2, поэтому давайте добавим еще одну ноду MapRange, чтобы превратить это во что-то более работоспособное. Теперь все, что осталось сделать, это объединить эти градиенты в ноду Combine X, Y, Z и бум! Текстура, прилипшая к частицам. Но минутку, что же если все мои частицы излучаются одновременно? Как же тогда преобразовать значение индекса в градиент? Что ж, я рад, что вы спросили, потому что, насколько я знаю, это невозможно. Да, я очень надеюсь, что ноды частиц сделают это видео устаревшим. Переходим к вторичным частицам. Идея состоит в том, чтобы скопировать объекты на все частицы, а затем использовать эти копии в качестве геометрии для испускания новых частиц. Это невозможно, если зайти в настройки частиц и отобразить частицы как объект. Способ, который работает, заключается в том, что он визуализирует и отображает текущие частицы как другой объект, но на самом деле не создает на их месте никакой реальной геометрии.
Практический способ сделать это — использовать модификатор Particle Instance. Он дублирует выбранный объект на частицы. Однако на этот раз он создаст пригодную для использования геометрию, которой мы сможем добавлять модификаторы, включая новую систему частиц. Это настройки, которые обычно используются в этом модификаторе. Они довольно простые и обычно отключают Dead и Unborn, чтобы объект дублировался только на частицы, которые в настоящее время живы. И также хорошо включить Size, чтобы они принимали любой масштаб, установленный для них в настройках частиц. Итак, вот оно. Все, что нам нужно сделать, это добавить новую систему частиц. Теперь он ведет себя немного странно, потому что на самом деле не распознает модификатор Particle Instance. Чтобы это изменить, давайте просто включим Use Modifier Stack. И это все, что нужно. Кстати, сразу отмечу, что вторичные частицы очень глючные с Object Velocity, так что этого комбо по возможности стоит избегать. Кстати, если вы когда-нибудь задумывались, можно ли дублировать силовые поля на частицы, то да, это реально. Это то, что мне действительно интересно, как узлы и частицы могут справиться с этим. Реально интересно. Это можно сделать на панели Force Field Setting. Просто установите один из типов на любое из силовых полей из списка и все. Effector Amount контролирует, сколько частиц действует как силовое поле. При нулевом значении все они обладают этим эффектом. И Self Effect позволяет силовым полям влиять друг на друга или на текущую симуляцию. Я обычно использую этот метод, имея отдельную систему частиц, специально предназначенную для этого. Так я могу получить немного больше контроля над всем. И я также склонен увеличивать фоллов, чтобы их зона влияния была относительно небольшой. Итак, убрав эти кусочки технической информации, позвольте мне показать вам мой общий процесс симуляции частиц. Во-первых, этот референс, на который я смотрю от невероятного Matthias M. В описании есть ссылка на его страницу, а также ссылки на нескольких других художников, которых я считаю фантастическими источниками вдохновения для такого рода эффектов. Что касается начальной части, я, по сути, украл этот эффект туманности, который сделал Matthias. Теперь, просто взглянув на этот референс, давайте попробуем придумать способ воссоздать его в Blender. Меня очень завораживает смотреть на все эти мерцающие детали и цветовые вариации. На самом деле, в этом нет ничего хорошего. Заострение внимания на деталях просто сбивает нас с толку и отвлекает от самых важных элементов. Детали в целом могут хорошо выглядеть только в том случае, если это делает общая структура. Итак, если мы сейчас уменьшим масштаб, то увидим, что частицы действительно следуют общей форме. Я не знаю, как Matthias добился этого эффекта, но один из возможных способов сделать это в Blender — это просто создать меш аналогичной формы и испускать частицы из его объема. Обычно есть несколько способов создать такой же эффект. Этот, например, был создан с помощью плоского эмиттера, поднимающегося вверх и выходящего из такой трубки из частиц. Итак, то, что это идея, к которой я пришел, глядя на референс, не означает, что это единственный правильный подход. Все, что приводит к конечному результату, является технически правильным и действенным подходом. Поэтому, если вы придумали что-то другое, попробуйте это. Рассмотрите все преимущества и недостатки и увидите, к чему это приведет. То, как я создал эмиттер, было довольно забавным, но не особо важным, поэтому я пропущу большую часть. План состоял в том, чтобы создать путь из вершин интересной формы и придать какой-то объем с помощью модификатора Skin. После этого я преобразовал его в объемный объект, чтобы можно было добавить реально дикий displacement, чтобы было бы невозможно сделать в меше. Наконец, я преобразовал объем обратно в меш, так что теперь у нас есть что-то пригодное для эмиттера. Стоит отметить, что Blender очень сложно вычислить симуляцию частиц, если геометрия очень детализирована, поэтому я повесил сюда модификатор Decimate, чтобы немного упростить его. Продолжим и добавим систему частиц. Я больше не склонен когда-либо организовывать свои проекты, но, несмотря на мой безмерно бунтарский дух, я должен признать, что это будет реально сложная сцена. Я буду часто называть все и перемещать предметы в коллекции. Поскольку я хочу, чтобы частицы появлялись все сразу, я установил конечный кадр на единицу. И, конечно же, мне нужно избавиться от скорости нормали и гравитации, так как я хочу, чтобы эти частицы оставались неподвижными в течение большей части времени. Кроме того, прямо сейчас они заполняются только на поверхности меша. Поскольку я хочу, чтобы они появлялись внутри эмиттера, я изменю источник излучения с Faces на Volume. Однако, как видите, так все обрабатывается намного медленнее, чем когда мы испускали их только с граней. Поэтому я пока верну это обратно. Я снова переключу на Volume, когда мы примемся за шейдинг и рендеринг.
Поскольку это пригодится в будущем, я добавлю объект частицы, небольшой меш, в который эти частицы будут рендериться. Для этого я обычно использую конус с 4 вершинами, потому что это наименее сложный трехмерный объект. Таким образом, когда мы получим миллионы таких частиц, это будет не так сложно визуализировать. Я просто назову его, добавлю в новую коллекцию и укажу рендеринг частиц на этот новый конус, который мы добавили. И вот оно. Конечно, нам нужно рандомизировать их вращение, и я просто включу Dynamic, чтобы они вращались в соответствии с изменениями в движении. Для этой симуляции я не буду добавлять угловую скорость, иначе при малейшем движении вращение частиц изменится довольно резко, а это не то, чего я добиваюсь. Ладно, я думаю, что я просто сглуплю и уже дам этим частицам текстурные координаты. Обычно я оставляю подобные вещи на потом. Всегда лучше убедиться, что все основные формы и движения присутствуют, прежде чем вы начнете дурью маяться. Но в данном случае это такой технический момент, что я просто хочу его уже доделать. Поскольку мы испускаем все частицы одновременно, мы не сможем использовать индекс частиц для этого. Нам придется работать с двумя осями X и Y. Для оси Z я просто буду использовать глобальные координаты оси Z. Это означает, что текстуры вообще не будут следовать за частицами, если они будут двигаться по оси Z. Но, по крайней мере, в них будет какая-то глубина. Итак, приступим к работе с осью X. Как мы видели в начале, мы добавляем текстуру в систему частиц, в данном случае текстура Blend, чтобы создать равномерный градиент. И мы собираемся повлиять на размер. И снова я устанавливаю влияние размера на 1/10, чтобы все частицы выглядели одинакового размера. Работая с осью Y, мы сделаем по сути то же самое. Единственное отличие будет в том, что ориентация градиента должна быть вертикальной, а влияние установлено на Lifetime. До сих пор у меня было это в Scale, просто потому, что это легче визуализировать. Поэтому, конечно, я снова установлю Influence на 1/10 и увеличу Lifetime в настройках частиц, чтобы они не исчезали во время анимации. Теперь эта часть немного субъективна, так что вам совсем не обязательно повторять. Мне просто не нравилось, как все это выглядело, поэтому я хотел добавить силовое поле турбулентности, которое влияло бы на симуляцию только в течение первых 2 секунд. Таким образом, у нас будет немного больше деталей. После анимации силы до нуля, после 40 кадров, я перешел к настройкам частиц и увеличил демпинг, чтобы они быстро замедлялись до полной остановки. Таким образом, я смогу начать рендеринг с 50 или 60 кадра, не замечая каких-либо странных турбулентных движений частиц. В любом случае, давайте еще раз проверим референс. Что касается базовой структуры, я не думаю, что мы что-то упустили. Тем не менее, и здесь и там есть следы частиц, которые добавляют интересный уровень детализации к рендерингу. Я чувствую, что мы можем воспроизвести это, заставив несколько частиц двигаться по этим забавным узорам и заставить их испускать вторичные частицы. Это те, которые будут отрендерены. Прежде чем мы сможем получить вторичные частицы, нам сначала нужно разобраться с первичными. Опять же, я хочу, чтобы эти частицы испускались одновременно и, конечно же, не падали. Мы уже видим что-то проблемное. Эта вторая система частиц находится под влиянием силового поля турбулентности, которую я создал только для первой. Что ж, лучший способ скорректировать это — создать коллекцию силового поля для каждой системы частиц. Таким образом, на различные симуляции частиц будут влиять только силовые поля в их соответствующих коллекциях. Все, что нам нужно сделать сейчас, это перейти на панель Fill Weights и установить Effector Collection, как ту, что мы сделали для этой симуляции. И теперь на симуляцию второй частицы не влияют силовые поля первой. Теперь приступим к созданию силовых полей для второй системы. Для этого я ищу движение, похожее на дым. Как насчет силового поля турбулентности? Что ж, используя настройку частиц волос, мы можем увидеть, что они не создают интересных узоров, поэтому попробую что-нибудь другое, а именно силовое поле Texture. Я не хочу ничего особенного, поэтому остановлюсь на простой текстуре облака. Каждый раз, когда вы будете вносить изменения здесь, вам нужно будет возвращаться к настройкам физики для обновления окна просмотра, что немного раздражает. Поэтому я делю экран на части, чтобы можно было просто перемещаться вперед и назад. А здесь я просто бесцельно меняю настройки, чтобы посмотреть, смогу ли я получить что-то, что выглядит круто. И я даже не знаю, что делает Nabla, кроме как уменьшает турбулентность. Наконец, режим текстуры Curl придал вид движения, который я искал. Здесь уже можно увидеть некоторые изгибы. И да, на самом деле это почти все. Давайте переместим этого подопытного в другую коллекцию и вернемся к частицам.
Итак, движение уже намного интереснее, чем то, что было раньше. Но здесь нужно отметить одну важную вещь. Эти частицы, по сути, будут испускать больше частиц в каждом кадре. Это важно отметить, потому что если одна из первичных частиц совершает прыжок из одного кадра в другой, вторичные частицы не смогут сформировать правильный след, создавая промежутки между каждым местоположением. Итак, нам нужно убедиться, что эти частицы движутся медленно. Для этого я уменьшил силу силового поля текстуры. И что ж, дошло до того, что мне пришлось перенести начало рендеринга на 80-й кадр, чтобы дать частицам время для более полного движения, что на самом деле не имеет большого значения. Мы можем продлить конец анимации позже, если в этом возникнет необходимость. Окей, давайте перейдем к Particle Instance. Для объекта экземпляра я просто добавлю конус. Первичных частиц не так много, поэтому я мог спокойно добавить сферу, но все же я выбрал конус. Я рекомендую вам также пронумеровать объекты и модели, чтобы напомнить себе о порядке, в котором все должно быть кэшировано. Теперь, после этого я дал конусу модификатор Particle Instance и, конечно же, выбрал предполагаемую систему частиц. Чтобы прояснить ситуацию, я отключил Unborn и Dead частицы, хотя в данном случае хотелось бы оставить Dead включенным. Но я его выключаю, чтобы позже он стал актуальным. Мы не добавляем UV-развертку к первичным частицам, только ко вторичным. Так мы сможем свободно придавать этому некоторую случайность размера. И раз уж я тут заодно решил также рандомизировать вращение, что не обязательно, ну да ладно. В любом случае перейдем к вторичным частицам. Для начала кэширую эту вторую симуляцию, чтобы в дальнейшем избежать неприятного поведения. И как мы уже говорили в начале, Blender не определяет модификаторы автоматически, и чтобы исправить это, нам нужно включить Use Modifier Stack. И как обычно, я минимизирую скорость нормали и гравитацию. Фактически, я не хочу, чтобы эти частицы имели какое-либо движение до эффекта разбрызгивания ближе к концу, но я уже создаю для этой штуки коллекцию силовых полей, чтобы все было организовано. Я изменю конечный кадр на 80, потому что иначе первичные частицы исчезнут. Хотя нет, я поменяю это значение на 79, что не критично. У Blender есть странная тенденция чуть испускать лишние частицы сразу после того, как первичные частицы умерли. Поэтому я думаю установить конечный кадр прямо до того, как это будет происходить. Теперь я просто меняю размер частиц и их количество, чтобы лучше понять, что происходит. Я думаю, что нам уже пора дать этой штуке объект-частицу для рендеринга, поэтому я добавляю еще один конус Low-Res и займусь организацией всего дела. Многое из этого является своего рода рутинной работой, поэтому я хочу подчеркнуть, что если вы следите за мной, не пытайтесь скопировать эти настройки. Гораздо лучше поэкспериментировать со значениями, пока вы не получите то, что вам лично нравится. Что я и сделал. Мне потребовалась неделя, чтобы записать весь контент скриншотов для этого видео, потому что большую часть времени я провел в экспериментах. Так что не рассматривайте эту часть видео как точный рецепт для этого конкретного рендера. Ладно, пришло время снова сделать UV. Тот же процесс, и, к сожалению, мы уже нашли проблему. Градиент не достигает границ симуляции. Можете догадаться, почему это так? На самом деле, я рекомендую вам приостановить видео, чтобы подумать об этом, потому что обычно это лучший способ решить такие крошечные проблемы. Диагноз заключается в том, что границы этого объекта не охватывают всю симуляцию. Они применяются только к исходному объекту-экземпляру. Вот один из способов решить эту проблему. Видите ли, границы меша простираются только до его вершин. Поэтому все, что нам нужно сделать, чтобы создать полностью настраиваемые границы, это разместить две вершины друг напротив друга. Чтобы определить, где их разместить, я просто добавил куб и масштабировал его вокруг частиц. Теперь любые две противоположные друг другу вершины можно использовать для описания границ этого бокса. Итак, просто скопируйте и вставьте их в экземпляр объекта, и бум, градиент уже покрывает гораздо более широкую область. По какой-то причине это не очень точно, поэтому я просто использую функцию Color Ramp, чтобы немного сжать градиент. По оси Y та же история. Что действительно важно сейчас, так это то, что происходит, когда я перемещаюсь по таймлайну. Как видите, сразу после 80-го кадра этот эффект пропадает. Нет определенного градиента. Поскольку мы устанавливаем для всех первичных частиц значение времени жизни 80, этот объект-экземпляр практически исчезает после кадра 80, не оставляя ничего для генерации координат текстуры. Надеюсь, вы помните, что было несколько минут назад. Есть способ сохранить видимый объект-экземпляр в местах умерших частиц. Это здесь, в модификаторе Particle Instance. Ностальгия невероятная. В любом случае, позвольте мне закончить эту текстуру и увеличить время жизни. Я не знаю, почему было так мало с самого начала.
Окей, пока это то, что мы создали. Как видите, я сделал предварительный просмотр, что немаловажно. Несмотря на то, что здесь не происходит большого движения, очень важно иметь представление о том, как все будет в итоге. Если у вас нет ограничений по времени, лучше не торопиться к окончательному результату. Убедитесь, что все выглядит правильно, прежде чем мы усложним ситуацию, переходя к более сложным шагам. Было бы очень обидно менять форму эмиттера после того, как вы уже закончили шейдинг. В любом случае, есть вторая часть этой симуляции, которую я хочу создать. Своего рода переход к этому красному, устрашающему образу. При этом частицы будут разбрызгиваться как жидкость. Это означает, что мне нужно будет создать симуляцию жидкости и заставить частицы следовать за ней. Это силовое поле здесь раньше называлось Smoke Flow. Это позволяло частицам следовать за движением симуляции дыма. Недавно он был изменен на Fluid Flow. Потому что, как вы уже догадались, он позволяет частицам следовать имитации жидкости. Я знаю, что это сильно раздражает, но я вынужден. Поскольку это довольно обширная тема, я пропущу большую часть процесса симуляции жидкости. Видео не об этом. Бум, в новую коллекцию я добавляю объект домена. Я сделал этот меш эмиттером жидкости. Это потому, что мне нужна среда, по которой брызги могли бы распространяться и колебаться. Теперь этот объект неправильной формы будет поливаться брызгами. Я оживлю его, чтобы получить несколько прикольных движений. Не забудьте добавить начальную скорость. Окей, у меня все готово для симуляции, так что бум, тестовое запекание, Джей Уилкерс в бешенстве. Я думаю, стоит добавить немного вязкости. Ах да, и силовое поле драг, чтобы замедлить работу до полной остановки. Я не хотел, чтобы симуляция продолжалась бесконечно. Бум, снова запекаем. Черт возьми, это не то, что я хотел. Меняем настройки и, черт возьми, давайте запечем это. В конце концов, после достаточно долгой возни я получил довольно интересный результат. Эти сферы, кстати, являются эффекторами столкновения. Я просто добавил их туда, чтобы немного разбавить движение жидкости. Просто чтобы эти части не двигались слишком сильно по прямым линиям. Кроме того, мне очень понравилось это неожиданное взаимодействие здесь, где этот всплеск пробивает часть симуляции. Это был несчастный случай, которого я не ожидал, но я приветствую его. Полагаю, пришло время заставить частицы следовать в этом движении. Сначала я сделаю это с основной системой частиц. Итак, я добавляю силовое поле Fluid Flow в соответствующую коллекцию. Мои начальные значения для Stretch и Flow 5 и 2 соответственно. Это хорошие значения для начала. Позже я вернусь, чтобы их поменять. Убедитесь, что вы выбрали правильный объект домена. Чтобы избежать возможных сбоев, я буду анимировать Smoke Flow так, чтобы эффект начинался только тогда, когда начинается симуляция жидкости, то есть в кадре 180. Кадры до этого будут до того, как что-либо будет кешировано о Liquid Domain. Таким образом, не будет смысла заставлять поток жидкости влиять на частицы. Окей, теперь я запеку симуляцию, чтобы знать, какие настройки нужно изменить. После первого тестового запекания мы можем ясно видеть, что силовое поле лишь незначительно влияет на частицы, прежде чем оно замедлится. Возможно, из-за того, что фактор flow был слишком высоким, но потом я вспомнил, насколько мы увеличили демпинг в настройках частиц. Мы сделали это только для того, чтобы замедлить начальную турбулентность. Нам не нужно, чтобы он оставался таким высоким до конца симуляции, поэтому я просто анимирую его, чтобы вернуться к нулю через несколько кадров. Все уже выглядит намного интереснее, но это все еще явно сдерживается. Похоже, что коэффициент flow был слишком высоким, поэтому я просто уменьшу его. Опять же, это будет постоянное запекание и изменение настроек. Я полагаю, это неизбежная правда компьютерных симуляций. Для симуляции основных частиц я получил этот результат, который, как мне кажется, работает довольно хорошо. Поэтому я просто перейду ко вторичным частицам. Я продублирую силовое поле Fluid Flow, перенесу его в коллекцию эффекторов вторичных частиц и запеку симуляцию, чтобы посмотреть, нужно ли нам изменять какие-либо настройки там. Так что да, это то, что мы получили сейчас. Перемещаясь по таймлайну, мы можем видеть вокруг несколько действительно интересных деталей. Окей, это было долго. Пришло время подытожить это кратким разговором о шейдинге. Но почему? Я имею в виду, что половина моего времени в этом проекте была потрачена на шейдинг. Итак, почему я резюмирую это? Что ж, когда дело доходит до частиц, шейдинг довольно субъективен. Конечно, если вы занимаетесь чем-то более высокоуровневым, есть правильные и неправильные способы решения всех технических и математических проблем. Но когда дело доходит до большинства моих проектов с частицами, их шейдинг не столь продвинут. Конечно, это требует времени. Но, чтобы объяснить все это просто комбинации текстур с разными значениями и цветами. Кто решает, как правильно комбинировать эти текстуры? Каковы правильные значения и цвета? Кроме того, если бы я объяснил все методы проб и ошибок, которые я сделал здесь, я бы не просто запутывал суть этой главы, я также потребовал бы от себя приложить усилия для ее написания, что является большим табу для меня. Итак, при настройке я дал первому объекту частицы новый материал и перенес этот же материал на эмиттер. Ничего особенного.
это просто немного упрощает работу, так как мне не придется переключаться между эмиттером и объектом частиц. Ладно, давайте разберемся с техническими вопросами. Давайте создадим UV-координаты текстуры. С помощью этой ноды Particle Info я буду использовать выходные данные Lifetime и Size для генерации координат X и Y. Давайте сначала посмотрим на Lifetime. Как видите, он установлен на 500 кадров. Запомните, это максимальное время жизни, которое могут иметь частицы. И помните, что мы сделали с текстурами частиц. Они имеют только 10% влияния на эти атрибуты, что означает, что минимальное значение для Lifetime составляет 450 кадров. Итак, я просто ввожу эти значения в ноду MapRange, и он переназначит их на значения, которые у нас есть здесь, 0 и 1. Как видите, на этом виде сверху у нас есть довольно аккуратный градиент по оси Y. Переходим к размеру. Давайте посмотрим на максимальный масштаб, который могут иметь частицы. Здесь 5000, а поскольку размер частиц — это то, с чем я в конечном итоге много возился, я решил использовать математическую ноду, чтобы мне не пришлось умножать эти числа в моем ненадежном мозге. Итак, теперь максимальный размер частиц умножается на 9 десятых, чтобы получить минимальный размер. И если мы посмотрим на это здесь, бум, градиент по оси X. Кайф! Помните, что мы не могли создать градиент оси Z, поэтому мы должны полагаться на глобальные координаты. Другими словами, текущее местоположение каждой частицы вокруг сцены. Если мы разделим координаты X, Y и Z вывода location, то мы сможем специально сосредоточиться на информации по оси Z. Как видите, он немного отличается от других градиентов, которые мы сделали. Его нулевое значение центрировано немного лучше, так что над ним есть положительные значения, а под ним отрицательные. А теперь прошу прощения за глупость и бессмысленную неэффективность, свидетелем которой вы станете. Я мог бы просто изменить нижнее, минимальное и максимальное значение MapRange на -2 и 2, получив диапазон, аналогичный тому, который мы видели по оси Z. Но по какой-то причине я не заметил, что это вариант. Поэтому вместо этого я решил сделать то же самое, но с совершенно новой нодой Mass. Ладно, чтобы закончить создание UV, давайте просто объединим градиенты X, Y и Z во что-то, что мы сможем использовать для реальных текстур. Что касается фактических текстур, давайте сделаем это. Первая текстура, на которой я сосредоточусь, будет для этих больших синих зон. Я решил начать с текстуры шума и некоторых вспомогательных нот, которые помогут ее визуализировать. Я хотел перемещать текстуру, чтобы получить различные ее вариации, поэтому я добавил узел Vector Math. Никакой причудливой математики здесь не было. Все, что я сделал, это взял одно из этих значений и произвольно повернул его, что переместило текстуру и дало мне новый узор. Вот на что я потратил следующие 20 минут. В основном просто возился с масштабом и расположением текстуры, пока не получил что-то интересное. И каждый раз, когда я получал результат, в котором я не был полностью уверен, я дублировал настройку этой ноды для дальнейшего использования. Окей, через какое-то время это будет выглядеть так. Я позволил себе вольность и добавил эту вторую часть. Итак, чтобы подвести итог, первая часть представляет собой крупномасштабный паттерн, и эта вторая часть добавляет к нему некоторые более тонкие детали. Они оба совмещены здесь нодами Overlay и Mix. Убрав основные элементы, я начал работать над цветами и яркостью. Так я пошел дальше и уже добавил Shader Emission вместе с парой нод Color Ramp для силы и цвета. Когда у меня все получилось, я перешел к оранжевым деталям, которые мы можем найти в референсе. Текстуры этих деталей показались мне довольно интересными, поэтому я решил немного изменить свой рабочий процесс. Я делаю это часто, когда имею дело с большими настройками текстур. Мой компьютер подтормаживает на превью на сотни тысяч частиц, поэтому я пока обойдусь простой плоскостью. Я тут обнаружил Voronoi Texture хорошей отправной точкой. И, кстати, эта нода Texture Coordinate временная. После того, как я закончу с плоскостью, я соединю все это с UV, который мы сделали ранее. Для тех, кто не знает, это забавная вещь, которую можно сделать с текстурами. Я использовал информацию о цвете шума и наложил ее на координаты текстуры, заставив ее искажать их, что является забавной штукой, с которой можно поиграть. Я использовал эти лишние ноды для создания более мелких деталей. Я надеюсь, вы заметите, как вы сначала сосредотачиваетесь на наиболее ярких паттернах и переходите к более низким только тогда, когда есть хорошая основа. На самом деле я гораздо меньше задумываюсь об этих крошечных деталях, чем о синих узорах. То, как мельчайшие формы выглядят сами по себе, на самом деле не имеет большого значения. В конце концов, они будут хорошо выглядеть только в том случае, если так будет выглядеть базовая структура. Так что уделяйте больше внимания всему, что можно заметить на расстоянии.
У меня возникла идея в момент всплеска переключать туманность с яркой на чисто красную, поэтому я решил поработать над этим новыми красными цветами и подумал о том, что я буду делать с самим переходом. Я оставил это на потом, потому что это несущественное изменение структуры, которую мы уже сделали. Это просто смена цветов, ничего, что требует особого приоритета. Крошечная вещь, которую я сделал, это использовал скорость частиц, чтобы генерировать эти яркие зоны по мере их движения. Мне показалось, что это сделало вещи более динамичными, подчеркнув брызги. Я использую эти две пустышки, чтобы управлять самим переходом. Итак, я поместил их в ноды Texture Coordinate, которые я использовал, чтобы сделать эти сферические градиенты на своих местах. Настройте это как своего рода маску для перехода. Окей, процесс шейдинга почти готов. Конечно, вторичным частицам также нужен свой материал, но я ускоряюсь, потому что он использует те же концепции, что и последний шейдер. Кроме того, такие настройки, как переход и фейковые UV-развертки, были скопированы и вставлены из предыдущего шейдера. После шейдинга все было практически готово, но прежде чем я создал финальный рендер, я сначала сделал короткий тестовый рендер, чтобы узнать, есть ли что-то, что я должен изменить, прежде чем увеличивать время ожидания. Я настоятельно рекомендую такой тестовый рендеринг с низким разрешением, даже если он немного раздражает. Но в вьюпорте все выглядит очень отдаленно, он не покажет вам никаких теней, которые являются довольно важным элементом. Все работает в контексте. Если текстуры подразумевают, что туманность массивная, то если камера будет объезжать ее вот так, это сделает ее немного непоследовательной. В конце концов, я отрендерил эту финальную анимацию с некоторыми изменениями, такими как замедление камеры и настройками шейдинга. И знаете, не считая увеличения числа частиц до 6 миллионов. Еще одна особенность в том, что я отрендерил его в 4К, несмотря на то, что это видео было в 1080p. Причина в том, что рендеринг в более высоком разрешении действительно помогает частицам выглядеть меньше. Например, оба этих изображения имеют разрешение Full HD, но это было визуализировано в 4К перед уменьшением. Просто маленькая хитрость, которую я поделюсь. В любом случае, это финал этого видео. Я знаю, что многое из этого может сбивать с толку, так что, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. Файлы проекта для этого туториала и всех систем частиц, которые вы видите сейчас, доступны в описании. Однако, обратите внимание, что многие из них имеют несколько симуляций, которые необходимо кешировать в определенном порядке. Я также уменьшил количество частиц для некоторых более тяжелых. Всем спасибо за просмотр и огромное спасибо всем моим подписчикам. Переведено и озвучено Bad Polygon.